Тоже вот такой. Друзья, всем привет! Ну что, моя 250-ка уже готова, уже давно, уже прошли все соревнования, а отзыва и нету. Знакомьтесь. Итак, по линии 250 на раме звезда. Какие настройки вам надо будет сделать, если вы покупаете отдельно двигатель и отдельно раму? Смотрите, вот рога. У по линии 250 большой крутящий момент. Хорошо, что мы делаем? Винт крутится вправо по часовой стрелке. Значит, установка будет кренить влево. Чтобы этого не происходило, вы делаете следующее. Вот такая планка будет у вас. Ее надо сдвигать влево. То есть, если вы смотрите на подвеску, получается направо. Если вы смотрите на мотор или сидите в подвеске, получается сдвигать надо влево. У меня сдвинуто примерно на 4,5 где-то сантиметра. Получается совсем, буквально там полсантиметра. Это первое. Второе. Рога. Левый рог, соответственно, выгнут. Вот. Этот рог таким образом. По поводу эксцентриков. Куда их, как передвигать, что делать. Если вы летите и у вас левая часть подвески ниже, это я про по линии 250, то вам, получается, надо эту сторону нагрузить. Что мы делаем? Мы сдвигаем его чуть-чуть вперед. Эту часть надо приподнять. Еще можно поступить. Поднять вот эту полочку чуть-чуть. То есть вот она опустится, как только вы ее затянете, она чуть поднимется. Тоже, ну это небольшая компенсация просто, чтобы удобнее было сидеть. Еще момент. Вот здесь подцеп должен быть максимально высоко, то есть максимально близко. У меня он подцеплен вот. Ну, там дальше еще есть крепление, но у меня он максимально на ближнюю точку крепления подцеплен. Теперь смотрите, что мы делаем. Я не сказал в начале видео. Это 150-е ограждение. Казалось бы, да, большое, там по ногам, ничего на самом деле не бьет. Как сделать так, чтобы она не била? Вы одеваете мотор. Смотрите, очень внимательно. Вот эти плечевые лямки должны быть прицеплены. Вот она идет к раме. Вот сюда. Если у вас рама стандарт, звезда, неважно, они к раме прицеплены. Если я их отпускаю, у меня он сразу вот как опускается. Но как только я эти лямки затягиваю, вот, раз, эту можно так вот, ослабляете плечо, она очень легко тянется. Подкинули, затянули. Здесь подкинули, все уже полностью. Вот насколько затягивается. И она сразу поднимается. И ничего не бьет по ногам. Ты бежишь спокойно. Вот и все. Если вам неудобно залезать, без проблем. Вы их отпускаете, залезаете, потом затягиваете. Но эффект колоссальный, когда вы затягиваете лямки, сразу по-другому установка висит на спине. Когда вы собираете, вот эта веревка для натяжения сетки, она должна идти за лучом. То есть она должна идти за лучом. Вот так. И натяг должен быть хороший. Сетка должна быть натянута. Она, ваше ограждение держит. Она должна быть натянута. Теперь вижу ваш вопрос, застывший в глазах. Ой, жесткость. А что жесткость? Смотрите жесткость.
как бы вам ни казалось, что винт далеко, вот, кажется, ой, кошмар какой, да, далеко, стропы попадут. Нет, это психологически страшно, да, что он далеко. Но, показываю, когда ограждение складывается, оно не достает до винта никак. Оно не достает. То есть у вас ни сетку не подсосет, и винт не достанет до ограждения никак. Так, ну и давайте подытожим. Вот смогу показать, как садиться. Как мне кажется, удобно. Вот вы встаете к установке. Одно плечо сразу накидываете и ногу одну подгибаете. То есть вы можете прямо вот облокотиться. Можете не облокачиваться, как удобно. Одно плечо накинули, второе сразу. Оп, все. Если у вас, опять же, они распущены, эти лямки, вам неудобно будет. Вот так вот. И вставать и назад сразу. Это неудобно. Поэтому вы эти лямки подзажимаете. Здесь подзажимаете. Чем плотнее, тем легче вставать. Можно два плеча сразу, если вы небольшой комплекции. Облокотились. Да нахер это объяснять. И встаем. Мотор 32 килограмма. Про рут я говорил, что уже удобнее так брать, чтобы никуда не попадала рубашка. Чтобы рубашка никуда не попадала. Грудная лямка. Максимально плотно должна быть зажата. Чтобы меньше было вот этой расхлябанности. Ножные. Должны быть плотно зажаты, чтобы вам удобнее было сесть. Потому что на отпущенных вы взлетаете и вот так вот провисаете. Вот на этих местах. Зажимаем, не забываем. Лифчик. В простонародье называется. Он должен быть плотно зажат. Почему? Если вы стартуете без него, у вас эти лямки могут соскакивать при старте. Это просто мои советы, без которых я теперь не могу. Они вошли уже в привычку у меня, эти действия. И мне так удобно. Вы можете делать по-другому, как вам угодно. Так, друзья, так как у меня за спиной по линии 250, расскажу чуть-чуть, как заводить. Потому что установки эти заказывали. И чтобы не было претензий потом у меня сломался стартер, объясняю. Вот я мотор еще не заводил ни разу. Вы его чуть-чуть прокачиваете. У вас блочок будет точно так же. Ходить будет все точно так же. Заводим. Ищем натяг, флеш-стартер. Вот он, натяг. И отсюда, вот он, до конца руки. Это первый запуск. Это первый запуск. Еще раз. Если так будете заводить, ничего не будет ломаться. Ну что, у нас солнце. 2 часа дня, летать не рекомендуется. Поэтому я беру Зорро и лечу. Вот так, друзья.
Нормально настроенная установка, она не бьет по ногам. Мне не бьет, несмотря на то, что у меня даже 150 ограждение. Если у вас стандарт нержавейка, у вас вот здесь на роге, у вас вот такой вот рог из нержавейки, и здесь приварена дополнительная планка с местами крепления подцепа, то есть ближе дальше. Если вас крутит и правая сторона в полете ниже, то значит вам надо сдвигать этот подцеп вправо, понимаете, да? А ближе дальше уже сами по своим ощущениям. По линии 250 очень большой крутящий момент, вы сами все видели, ничего не происходит, никуда ничего не крутит, я лечу ровно, на полный газ даю, да, он крутящий момент работает, он и должен чуть-чуть работать, то есть этой мощности куда-то надо деваться все равно. Когда ты бросаешь газ, у тебя установка чуть-чуть направо, на полном газу чуть-чуть налево, на средних оборотах ты летишь ровно. На Монстере это все регулируется очень просто, он же слабенький моторчик относительно 250. Все, друзья, такие кратенькие советы, я надеюсь, кому-то я помог. В любом случае, спасибо вам за просмотр этого видео, пока!